Всем привет! Сегодня отношения между родителями и детьми в лебединых семьях. Очень интересные кадры, очень интересные ситуации, домашнее насилие. Вот видите, родители лупят своих детишек. При этом они абсолютно правы, я вам про это расскажу, и будет, разумеется, хэппи-энд. Итак, давайте приступаем. Там уже плавать можно, как бассейн уже. Так они так и делают, они и плавают, там и утки ходят. Лебединое озеро. Лебедино-утиное получилось, прудик получился, там утка плавает во всем. Красивее, такое название красивее, лебединое озеро. Нет, там почему плавают? Ну да, я имею в виду... Утки плавают, лебеди попрятались за лодку, да. У них там совместная такая, лебедино-утиная. Утки тоже говорят, вот кайф, говорит, ты тут покормят, говорит, и искупаться можно. Вообще, говорит, кайф. Итак, исходная диспозиция. Возле нашего пирса есть прорубь, бассейн, где сейчас папа с мамой. Это лебеди по имени Голубь и Голубка. И у них 6 взрослых детишек, которые уже живут отдельно, должны жить отдельно. Но они продолжают навещать родителей. Вот эта процессия, это как раз 6 детишек. И они направляются к бассейну, к папе с мамой. Перекусить, искупаться. В общем, провести приятное время вместе с родителями. Им сейчас около 10 месяцев. Они недавно летали на юг вместе с родителями, одной стаи. И вот сейчас они, как ни в чем не бывало, их не было довольно давно. Неделю они точно не показывались, может быть больше. И вот они нарисовались и идут проведать родителей. Я заметил какое-то странное движение. Такое впечатление, что родители как-то не очень рады детишкам. Вот смотрите, эти пытаются залезть в бассейн, и тут же папа, а потом и мама тут же им говорят: нет, ребята, вам тут делать нечего. В принципе, все это правильно, все это по природе. Лебеди отделяют птенцов в возрасте 6-7 месяцев. То есть вот все вот эти 6 взрослых ребят уже несколько месяцев, минимум 3 месяца, должны жить самостоятельной жизнью. Вот смотрите, у родителей поднятые крылья. Это поза агрессии, поза защиты территории, поза угрозы. У самца крылья угрожающе подняты. Вот смотрите. Он им ясно говорит, что не стоит. Кроме угрожающей позы, еще и щиплют помаленьку. Но это не война, это воспитание. Если бы был конфликт двух взрослых пар лебедей, все было бы гораздо жестче. Что лебеди должны дать своим детям, своим птенцам? Первый месяц, до 2 месяцев, они их просто должны защитить. Дело в том, что в таком молодом возрасте у них очень много естественных врагов. И обычно, если вылупляется, например, 7 птенцов, выживают 4-5. В данном случае выжило 6. Это очень хороший результат. Они сохранили 6 птенцов. Это очень хороший результат. Птенцы быстро растут. И к 3-му месяцу они становятся размером уже почти со своих родителей. И перестают быть добычей для хищных птиц и рыб. Просто ввиду того, что слишком большие. И у них на озере у нас не остается естественных врагов. После этого проходит обучение. Родители должны научить детей добывать пищу. То есть это все делается собственным примером. Они их везде с собой водят, они показывают, как там со дна добывать, что щипать, что есть. При этом птенцы абсолютно все повторяют за родителями, у них как бы все нормально. В этом плане идет на «учись, делай как я». И последний этап обучения – это полеты. Полеты – это, во-первых, возможность улететь осенью на юг.
Именно поэтому такой возраст 6-7 месяцев, когда родители уже отделяют детей. То есть они родились в конце марта, например, через 6 месяцев им уже улетать. Через 6-7 месяцев, в зависимости от региона, они должны будут улетать на юг. К этому времени они должны уметь летать. И вот родители проводят учебные полеты. Вот мы регулярно наблюдали вот эти учебные полеты над озером. Они даже, вот, я бы сказал, ежедневные были. Стая летала, училась, в общем-то, как все это делается. Второе, умение летать – это вопрос безопасности. То есть лебедь при необходимости может улететь. И вот когда эти этапы прошли, то есть птенцы умеют добывать себе пищу, и птенцы умеют летать, родители их отделяют. После этого птенцы перестают быть членами семьи. То есть они не имеют права, без согласия родителя, такое согласие никогда не дается, находиться на одной с ними территории. Или пользоваться, как мы видим, пользоваться какими-то благами, вроде этого бассейна. В этом есть некоторый разум. В общем-то, птенцы уже полностью самостоятельные. Они могут найти себе место обитания, они могут найти себе пищу. И родители просто живут своей жизнью дальше. Процесс вот этот изгнания птенцов мы наблюдали уже много раз. То есть это всегда такие душераздирающие кадры, но без этого никак. А потом птенцы, вот эти подростки, они еще около 3 лет будут держаться вместе. Они образуют с детьми из других семей, с подростками из других семей группы, такие молодежные группы, достаточно большие, и вот этими группами живут. А потом уже после 3 лет жизни они образуют пары. Образовав пары, создают семьи, уже живут на какой-то своей территории, заводят детей. В общем-то, становятся абсолютно уже взрослыми лебедями. Поэтому сейчас этот процесс изгнания несколько запоздал в нашем случае, потому что они их сначала отделили нормально в ноябре месяце, а потом они вместе стаей одержались с наступлением холодов. Я про это как-то рассказывал. Это было такое объединение по интересам. Это уже не была семья, а объединение по интересам. Но малыши, подростки не поняли, что к чему, и продолжили приходить к родителям. И вот смотрите, это уже голубь, самец, погнал одного из детей. Тоже самца молодого, он его погнал. Эти стоят, смотрят. То есть вы видели, вот смотрите, у него подняты крылья, у него такая агрессивная абсолютно, агрессивный вид, угрожающий. И он преследует вот этого молодого, вот пытается его погнать. Здесь у них получился казус. Здесь произошел разворот. И теперь он его гонит обратно. Тот отправляется к своей команде, а голубь идет к нашему пирсу. Все это вот. Вот, смотрите. Его отсюда выгнали и сюда же пригнали назад. Остальные стоят и смотрят, что же из этого всего выйдет, что получится. Взрослые лебеди действуют так не потому, что они злые, плохие, просто так положено. Это нормально в их жизни. Жалко, дождь начался, я бы дроном их вот эту погоню снял. А во время дождя рискованно. Да, сейчас будет продолжение. Он когда взлететь попытался, они как-то развернулись. И этот пошел, а тот его гонит и пошел назад вернулся. Да, проход голубя между птенцами был, конечно, впечатляющий. Всех распихал, растолкал. Молодец.
Один плавает этот случайно, они его с двух сторон там, а ему деваться некуда. Как он резво выскочил. Кто? Ну вот, видишь, как гоняет. Видишь, как гоняет. А теперь вы понимаете, почему рассчитывать, что бывшие птенцы придут, будут там что-то вместе. Вот это бывший сын голубки пришел и с ней там вместе был. Нет, такое невозможно. Вот видите, молодежь поняла, что шансов нету, что им надо отсюда уходить, что родители настроены недоброжелательно. Вот, и они собираются группой, выстраиваются и отправляются. Я надеялся, что они полетят, но нет, они пошли пешком. Они обязательно взлетят через некоторое время, но я уже, к сожалению, не смог бы этого снять. Шел сильный дождь. Вот, сильный дождь, их я буквально на всех предельных возможностях камеры их снимал. Один уже до этого улетел, а вот пятерка шла. И вот это, смотрите, на другой день птенцы пришли раньше родителей. И вот это у нас птенцы. Вот, я вышел, их покормил, а родители пока не пришли. Вот такой вот хэппи-энд. Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Кликните котика, откроется окошко подписки. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам!